Здравствуйте, дорогие друзья! Тема сегодняшнего видео – допрос главы государства и главнокомандующего вооруженными силами нацистской Германии Карла Дёница. Всем он более известен как командующий подводным флотом Германии в годы Второй мировой войны. Но придя к власти в разваливающейся Германии, он совершил поступок, который стоил жизни многим нашим соотечественникам. Я говорю о его обращении к немецкому народу от 1 мая 1945 года, где он призывал немецкий народ биться до последнего. Вам может показаться, что это не так значительно, ведь оставалось воевать чуть больше недели. Но по данным Министерства обороны Российской Федерации, безвозвратные потери Красной Армии за второй квартал 1945 года составляют 163 тысячи человек. Вы представляете, сколько крови на его руках? Только из-за этого обращения. Ведь он мог капитулировать и спасти не только жизни наших солдат, но и жизни своих соотечественников. А теперь перейдем непосредственно к допросу. Допрос производит заместитель главного обвинителя от Великобритании, сэр Дэвид Максвелл Файв. Подсудимый, я хочу, чтобы прежде всего вы ответили мне на несколько вопросов по поводу вашего назначения главнокомандующим военно-морским флотом 30 января 1943 года. Скажите, как главнокомандующий военно-морским флотом, вы имели ранг, который приравнивался к рангу имперского министра? Разве это не так? Да, это верно. Вы имели право принимать участие в заседаниях имперского кабинета, если такие совещания имели место? У меня имелись полномочия принимать участие в заседаниях в тех случаях, когда фюрер отдавал распоряжение о том, чтобы я присутствовал на том или ином совещании. С того времени, как вы стали главнокомандующим военно-морским флотом, имперское правительство в известной степени было представлено в штабе Гитлера, не так ли? Правильно. Это была военная диктатура, когда диктатор выдвигал нужных ему людей в своих военных штабах. Так или нет? Нельзя сказать, что это была военная диктатура. Это вообще не была диктатура. Понимаю. Вы видели его 119 раз в течение 2 лет. Вы согласны с этим? Да, причем следует сказать, что с 30 января 1943 года, то есть после того, как я стал главнокомандующим военно-морским флотом, до конца января 1945 года, то есть приблизительно за 2 последних года, число моих посещений равнялось, кажется, 57. Это число было таким большим потому, что в последние месяцы войны я принимал участие в ежедневных обсуждениях военной обстановки, которые имели место в Берлине. Я хочу спросить вас относительно некоторых из этих совещаний. На некоторых из них присутствовал подсудимый Шпеер, не так ли? Я не помню, чтобы он присутствовал на обсуждении военной обстановки. Министру Шпееру, как лицу гражданскому, собственно, нечего было делать на обсуждении военной обстановки. Но, может быть, он и присутствовал время от времени, тогда, когда речь шла, например, о производстве танков, то есть о вещах, которые находились в непосредственной связи с какими-либо военными соображениями фюрера. Это как раз то, о чем я хотел вас спросить. Подсудимый Шпеер присутствовал на тех совещаниях, когда обсуждался вопрос о снабжении различных родов войск, включая вопрос о снабжении флота. Вопросы снабжения флота никогда не обсуждались на больших военных совещаниях. Эти вопросы, как я уже сказал, обсуждал только фюрер лично, обычно в присутствии Кейтеля или Йодля. Обычно я докладывал фюреру, заранее переговорив с министром Шпеером, которому я, когда я стал главнокомандующим военно-морским флотом, передоверил все снабжение военно-морских сил. Таково было положение в общих чертах. Занимая положение главнокомандующего флотом, вы, очевидно, должны были интересоваться вопросами очередности распределения материалов и использования рабочей силы. Вы хотели, очевидно, знать, как должна была быть распределена рабочая сила на ближайший период времени. Не так ли? Я пытался добиться того, чтобы на основании решения фюрера министру Шпееру было поручено строить как можно больше, например, новых подводных лодок, которые были в то время для меня необходимы. Однако существовали пределы производственной мощности, поскольку министр Шпеер должен был удовлетворять запросы всех частей вооруженных сил. И поэтому вы должны были быть очень заинтересованы в том, чтобы узнать данные о рабочей силе, необходимой для снабжения военно-морского флота и другого снабжения, с тем, чтобы убедиться, что вы получаете вашу справедливую долю. Верно?
Я никогда не знал и не знаю до сих пор, какое количество рабочих Шпеер использовал на производстве вооружения для военно-морского флота. О том, какое количество их работало на военно-морской флот, я не имею ни малейшего представления. Вы помните, что вы говорили о Шпеере, как о человеке, который держал в своих руках производство Европы? Это было 17 декабря 1943 года. Несколько позже я вам покажу этот документ, но вы помните, что вы о нем так говорили? Да, я это очень хорошо помню. Разве вы не знали о том, что Шпеер получал свою рабочую силу из числа иностранных рабочих, которые доставлялись в империю? Само собой разумеется, я знал, что в Германии были иностранные рабочие. Разве вам Гауляйтер Заукель не рассказывал вам по поводу своей поездки, что он доставил 5 миллионов иностранных рабочих в империю, из которых лишь 200 тысяч прибыли добровольно? Я ни одного раза не имел переговоров с Гауляйтером Заукелем. Я вообще ни с кем не говорил по вопросу о рабочей силе. И вы заявляете трибуналу, что после совещания с Гитлером и Шпеером вы не знали, что рабочая сила доставлялась путем насильственного угона иностранных рабочих в империю. Во время моих совещаний с Гитлером и Шпеером методы набора рабочей силы вообще не обсуждались. Методы меня вообще не интересовали. Вы хотите сказать трибуналу, что вы не обсуждали эти вопросы со Шпеером и что он вам никогда не говорил, откуда он получал рабочую силу? Это ваш ответ на этот вопрос? Да, я это утверждаю. Я хочу задать вам еще один вопрос, согласно тому, что заявил доктор Латензер 29 июня 1944 года. Помимо подсудимых Кейтеля, Йодля и Геринга, также присутствовали на этом совещании и маршал фон Рунштедт, и маршал Роммель. Я хочу напомнить вам, что это было через 3 недели после того, как союзники начали вторжение в Западную Европу. Вам дана была полная возможность, не так ли, ознакомиться со стратегическим положением после вторжения союзников в Нормандию. Разве это не так? Да, я тогда на основании этого получил представление о положении в Нормандии после высадки там противника и был в состоянии доложить фюреру, какие из моих небольших новых средств борьбы я могу использовать в этом районе. Теперь давайте рассмотрим деятельность другой части правительства в общих чертах. Рейхсфюрер СС Гиммлер также присутствовал на ряде таких совещаний. Так это было или нет? Да, когда там присутствовал рейхсфюрер СС Гиммлер, насколько я помню, это было раз или два. Он там представлял интересы своих войск СС. Гиммлер, согласно имеющимся данным, присутствовал, по крайней мере, на 7 таких совещаниях, а его представитель в штабе фюрера, Фегелейн, присутствовал, по имеющимся данным, по крайней мере, на 5 таких совещаниях. Что Гиммлер говорил там о войсках СС, о подвигах дивизии «Мертвая голова»? Фегелейн присутствовал на обсуждении обстановки всегда, постоянно, так как он был постоянным представителем. Когда рейхсфюрер СС присутствовал на обсуждении, он говорил только о войсках СС, и притом только о тех дивизиях СС, которые использовались где-нибудь в составе сухопутных сил. Войска СС использовались в большом количестве в концентрационных лагерях, и вы говорите, что Гиммлер никогда не говорил об этом? О том, что дивизия «Мертвая голова» использовалась в концентрационных лагерях, я узнал лишь здесь, в Нюрнберге. Я хочу, чтобы вы рассказали трибуналу о том, какой вопрос обсуждался на совещании, когда на нем присутствовали не только Кальтенбруннер, но и обергруппенфюрер СС Штайнер, ваш адъютант, и генерал-лейтенант Винтер. Для чего эти господа присутствовали на этом совещании, и что они вам сообщили? Этого я уже не помню, но я помню, что Штайнер получил приказ относительно использования армейской группы, которая в Померании должна была нанести удар с севера на юг, чтобы помочь Берлину. Я думаю, возможно, что когда присутствовал Штайнер, обсуждался этот вопрос, который меня не касался. Я хочу, чтобы вы перешли к вопросу, который вам был хорошо известен. Вопросу относительно приказа о расстреле командос, изданный фюрером 18 октября 1942 года. Вы сообщили нам, что узнали об этих приказах в период, когда были командующим подводным флотом. Помните ли вы документ, согласно которому штаб военно-морского флота распространял этот приказ? Вы помните, что там говорилось следующее?
Этот приказ не должен распространяться в письменном виде командующими флотилий, командующими соединений или офицерами этого ранга. После распространения этих приказов в устной форме низшими инстанциями, высшие назначенные офицеры должны передать этот приказ высшим властям, которые несут ответственность за изъятие и уничтожение этого приказа. Вы помните это? Да, я читал его здесь снова, когда видел здесь приказ. На обратной странице, однако, также сказано, что об этом мероприятии было сообщено в приказе по вооруженным силам. Сегодня, после того, как я узнал, что основания для этого приказа не были столь несомненными, я не согласен с этим приказом. Вы одобрили этот приказ, когда были главнокомандующим военно-морским флотом Германии в начале 1943 года? Вы одобрили этот приказ тогда? Я, будучи главнокомандующим военно-морским флотом, не занимался этим приказом. Как я отнесся к этому приказу, когда я был главнокомандующим подводным флотом, я уже объяснил. Я отнесся к этому приказу как к приказу возмездия. Я отрицательно отношусь к этому приказу сейчас, после того, как узнал, что данные, которые привели к изданию этого приказа, не были обоснованными. Мы можем принять за факт то, что вам было известно о существовании концентрационных лагерей. Этого я никогда не отрицал. И я полагаю, что вы пошли еще дальше, не правда ли? Когда вас спросили об этом 28 сентября, тогда вы сказали: «Я вообще знал о том, что у нас имелись концентрационные лагеря. Это ясно». От кого вы узнали об этом? Весь немецкий народ знал об этом. Вы помните, что вы именно так сказали? Да, немецкий народ знал, что существовали концентрационные лагеря, но он ничего не знал о положении в них и применявшихся там методах. Я только хочу, чтобы вы мне ответили на следующее. После того, как вы выдвинули предложение о том, чтобы вам предоставили 12 тысяч рабочих из концентрационных лагерей, получили вы их или нет? Я этого не знаю, об этом я больше не беспокоился. Пожалуйста, придерживайтесь прямого ответа. Ответ ваш заключается в том, что вы не знаете, получили вы их или нет, если допустить, что вы их действительно получили. Я вообще не получал людей, поскольку я не имел никакого отношения к верфям. Поэтому я не знаю, каким образом лица, ответственные за работу на верфях, получали рабочее пополнение. Этого я не знаю. Подсудимый, было ли вам известно, что в первый день войны командование военно-морского флота обратилось к Министерству иностранных дел с заявлением о том, что максимальный ущерб Англии может быть нанесен, принимая во внимание наличие военно-морских сил, только в том случае, если подводным лодкам будет разрешено неограниченное использование оружия без предупреждения против союзных и нейтральных судов на обширных водных пространствах? Знаете ли вы о том, что с самого первого дня войны командование военно-морского флота заявило об этом германскому министерству иностранных дел? Я не думаю, что штаб ВМФ передал мне в свое время такой текст, даже если я так и сказал, чего я не помню. В таком случае, возможно, вам будет легче вспомнить об этом, если вы взглянете на это письмо. Я буду останавливаться на отдельных частях этого документа, потому что вы, может быть, не знаете первой его части. Я вам ее прочитаю, и затем мы вместе обратимся к меморандуму. С почтением доводится до следующего государственного секретаря, то есть барона фон Вейдзекера, с предложением меморандума. Начальник оперативного отдела военно-морского командования капитан Фрике информировал меня по телефону о том, что фюрер уже рассматривал этот вопрос. Однако здесь создалось такое впечатление, что надо вновь заняться этим вопросом с политической точки зрения и вновь предоставить его на рассмотрение фюреру. Капитан Фрике в связи с этим послал капитана второго ранга Нойбаура в Министерство иностранных дел для того, чтобы подвергнуть этот вопрос дальнейшему обсуждению. Это подписано. Альбрехтайн, 3 сентября 1939 года. Затем идет текст меморандума. Вопрос о неограниченной войне против Англии обсуждался в прилагаемом документе, представленном Высшим военным морским командованием. Командование военно-морского флота пришло к тому заключению, что максимальный ущерб Англии может быть нанесен, принимая во внимание наличие сил, только в том случае, если подводным лодкам разрешат неограниченное использование оружия без предупреждения против неприятельских и нейтральных судов в запретной зоне, указанной на прилагаемой карте.
Военно-морское командование при этом учитывает: а. Тем самым Германия открыто откажется от соглашения 1936 года относительно ведения экономической войны. Б. Военные операции такого рода не смогут быть оправданы на основании общепринятых до настоящего времени принципов международного права. И затем продолжается рассмотрение этого вопроса. Заявляете ли вы данному трибуналу, что подсудимый Редер никогда не консультировался с вами по этому вопросу и никогда не сообщал вам об этом до тех пор, пока эти документы не были переданы в Министерство иностранных дел? Нет, этого он не делал. Скажите, было ли сделано какое-либо предупреждение перед потоплением Атении? Нет, я уже сказал, что в этом случае имела место ошибка. Приходило ли вам когда-нибудь в голову, что случаи потопления торгового судна без предупреждения означали смерть или ужасные страдания для команды и моряков торгового флота? Само собой разумеется, но если торговое судно потоплено законно, то ничего не поделаешь. Война. Рассматриваете ли вы с гордостью тот факт, что 35 тысяч британских моряков торгового флота погибли в течение войны? Люди гибнут во время войны, и этим никто не гордится. Теперь скажите, знаете ли вы о том, что судовой журнал подводной лодки, потопившей Атению, был подделан после этого происшествия? Нет, он не был мошеннически подделан. Был издан совершенно четкий приказ о том, что случай с Атенией необходимо сохранить в тайне по политическим соображениям, и поэтому должны были быть изменены записи в судовых журналах. Понятно. Вам не нравится слово «подделан». Хорошо, я буду употреблять слово «изменен» для определения того, что одна страница журнала вырвана и заменена фальшивой. Вы об этом знали? Сейчас я не могу сказать этого точно. Возможно, что капитан Лем получил от меня или моего штаба указание этот случай сохранить в тайне. И поэтому он или командир флотилии вел дневник военных действий, который направлялся в 10 различных отделов военно-морского штаба, и изменил его. Я хочу знать, по вашему ли приказу или с вашего ли ведома тот корабельный журнал был изменен? Вы можете ответить? Да, это произошло либо по моему приказу, либо, если бы это не было сделано, я должен был отдать такой приказ, так как существовало политическое указание этот случай сохранить в тайне. Хорошо, теперь остается еще один вопрос, который я хотел бы у вас выяснить, причем очень кратко. Вы были убежденным приверженцем идеологического воспитания ваших военнослужащих, не правда ли? И вы хотели, чтобы ваши командиры внедряли в военно-морской флот доктрины нацистской идеологии, не так ли? Взгляните на страницу 7 английской книги документов. Мне кажется, что там написано почти в точности то, что я спросил. Последнее предложение гласит: весь офицерский состав должен быть настолько пропитан доктринами, чтобы он чувствовал себя полностью ответственным за национал-социалистическое государство в целом. Офицер является представителем государства. Вся пустая болтовня о том, что офицер должен быть совершенно аполитичен, является полнейшим абсурдом. Ваша точка зрения такова, не правда ли? Я сказал это, но следует прочитать с самого начала, где написано, что наша дисциплина и наша энергия сейчас неизмеримо выше, чем в 1918 году, и именно потому, что нас поддерживает единство народа. А если бы этого не было, то наши войска давно были бы разбиты. По этой причине я так и сказал. Теперь я хотел бы, чтобы вы обратили внимание на страницу 8 английской книги документов, где приводятся выдержки из вашего выступления в День Героев 12 марта 1944 года. Вы сказали следующее. Что стало бы с нашей Родиной, если бы фюрер не объединил нас под знаменем национал-социализма? Разбитые на различные партии, осаждаемые распространяющимся ядом еврейства и не имея никаких средств защиты, мы бы давно уже надломились под тяжестью этой войны и предали бы себя врагу, который бы нас безжалостно уничтожил. Я вас спрашиваю, что вы имели в виду под распространяющимся ядом еврейства? Это ваша фраза, и вы объясните нам, что вы под ней подразумевали. Я могу представить себе, что населению городов очень трудно было бы выдерживать последствия бомбардировок, если бы оказалось такое влияние.
Это я и хотел сказать здесь. Подобное высказывание относительно распространяющегося яда еврейства создало мировоззрение, которое привело к умерщвлению от 5 до 6 миллионов евреев за последние несколько лет. И вы хотите сказать, что ничего не знали относительно действий и намерений, направленных к тому, чтобы покончить с евреями и истребить их? Да, само собой разумеется, я утверждаю это. Я ровно ничего не знал об этом. Допрос продолжает заместитель главного обвинителя от СССР, Покровский. У советского обвинения есть несколько вопросов к подсудимому Дёницу. Скажите, подсудимый Дёниц, обращение к германскому народу и приказ войскам в связи со смертью Гитлера были совершены вам 30 апреля 1945 года, не так ли? Да. В этих документах вы сообщали, что преемником Гитлера, которого он назначил сам, являетесь именно вы. Это правильно? Да. Задавали ли вы себе вопрос, почему именно на вас пал выбор Гитлера? Да, этот вопрос я задал себе, когда получил эту телеграмму. И я пришел к заключению, что после того, как рейхсмаршал сошел со сцены, я был старшим солдатом самостоятельной части вооруженных сил, и что это было причиной моего назначения. В обращении к армии и народу вы требовали проведения военных действий и всех желающих прекратить сопротивление называли трусами и предателями. Не так ли? Да. 30 апреля, то есть тот день, когда вы издали оба документа, о которых мы сейчас говорим, была абсолютно ясна бесперспективность и бесцельность дальнейшего сопротивления со стороны гитлеровской Германии. Вы поняли мой вопрос? Согласны ли вы с этим? Да, я понял ваш вопрос. Я могу сказать следующее. На Востоке я должен был продолжать бороться для того, чтобы спасти беженцев, двигавшихся на Запад. Вы не ответили на мой вопрос, подсудимый Дёниц, хоть он был поставлен абсолютно ясно. Согласны ли вы с тем, что уже 30 апреля была абсолютно ясна бесперспективность и бесцельность дальнейшего сопротивления со стороны германской армии? Да или нет? Ответьте мне на вопрос. Нет, нет, это не было ясно. Но будете ли вы отрицать, что ваш приказ продолжать войну привел к дополнительному кровопролитию? Очень незначительному, в сравнении с 1-2 миллионами, которые погибли бы в противном случае. Я хочу, чтобы вы окончательно уточнили вопрос о том, рассматриваете ли вы себя прежде всего как политика или как солдата, который только выполняет приказы своего высшего начальства без всякого анализа политического смысла и содержания этих приказов. Как глава государства после 1 мая я был политиком, а до этого чисто солдатом. 8 мая 1946 года в этом зале вы сказали: как солдат я не имел в виду тех политических соображений, которые могли существовать. 10 мая, когда речь шла о подводной войне, вы сказали: я не как солдат занимался военными задачами. Это правильно? Совершенно правильно. Я и говорю, что до 1 мая 1945 года был только солдатом. Сэр Дэвид Максвелл 5 минут 15 назад обращался к 2 документам. Он привел вам одну фразу, которая находится в очень резком противоречии с тем, что вы сказали сейчас. Вы помните эту фразу? Бессмысленная болтовня. Да, я помню ее очень хорошо. Я прошу вас сказать, как можно примерить эти крайне противоречивые высказывания. Высказывание как о болтовне, что офицер не политик, имело место 15 февраля 1944 года. Тогда вы не были еще главой государства. Правильно? Если солдат во время войны стоит за свою нацию и за свое правительство, то он тем самым не становится политиком. Так сказано в этой фразе, и это имелось в виду. Не считаете ли вы, что именно потому, что вы проявили себя фанатичным последователем фашизма, фашистской идеологии, на вас, как на своем преемнике, и остановился Гитлер, которому вы были известны как его фанатичный последователь, способный призывать армию к любому преступлению в духе гитлеровских заговорщиков и называть эти преступления чистым идеализмом? Вы поняли мой вопрос?
Да, на это я могу лишь ответить, что я этого не знаю. Я уже объяснял вам, что законным преемником был рейхсмаршал, но что в результате прискорбного недоразумения, возникшего за несколько дней до моего назначения, он был исключен из игры, и я после него был следующим старший по чину солдатом из самостоятельной части вооруженных сил. Я думаю, что этот момент был решающим. То, что фюрер доверял мне, возможно, тоже играло при этом некоторую роль. У советского обвинения, господин председатель, больше нет вопросов к подсудимому. Конец допроса. За военные преступления, в частности, за ведение неограниченной подводной войны, трибунал приговорил его к 10 годам лишения свободы. Дёнец был признан виновным в преступлении против мира и в военных преступлениях. Он был освобожден 1 октября 1956 года. Карл Дёнец скончался от сердечного приступа 24 декабря 1980 года. Федеральное министерство обороны ФРГ издало приказ, запрещающий военнослужащим в военной форме присутствовать на похоронах. Как и сами похороны, было приказано организовать без воинских почестей. На этом сегодня все. Конец допроса. Если понравилось видео, то поддержите его лайком, а канал подпиской. Всем пока. До новых встреч.